Манускрипт Войнича. Никто не знает, что это за книга, да и написана она на непонятном языке, что первоначально отпугивает, но в то же время притягивает неизвестными картинками. Чисто визуально книга делится на несколько разделов. Раздел растений, раздел астрономии, алхимии и прочего. Но на самом деле книга дает ряд сюрпризов. Во-первых, язык. Многие приравнивают его к тюркским языкам, но я читал его на чаромотном русском. Далее в фильме я зачитаю 4 страницы из этого манускрипта. Во-вторых, рисунки растений. Многие также считают, что раз в книге нарисовано растение, а внизу слова, то речь на страницах будет о растениях. И тут не угадали, речь на этих страничках о дозоре людей над вампирами. А тем, кто сейчас хочет выключить это видео и написать, что это бред, на странице 115 есть рисунок с обрядовым танцем, где по контуру круга написано: образ для повторения, морока заговора, против опровержения, дозора лет. А внутри говорится, как танцевать, совершать огнесбор, поворот и прочее. На рисунке обозначения: поворот, правая рука, огнесбор, разогрев. Внутри рисунка что-то типа облачка. Огнесбор, право, ворожба, оторопела. То есть книга сама говорит: я знаю, что вы не верите про существование вампиров, а чтобы вы поверили, вот вам обряд для снятия морока в голове. Собственно, можно перейти к манускрипту. Первая страница, первый абзац. Разум, правда правд, советов победоносного бога, давать науку, предоставив правдорубам постижение побед над пороком парадоксов банд, определенного по правилам оправдания бандитов, нарушать заповедь дворянства. Второй абзац и третий я их пропускаю за счет того, что здесь есть вопросы по переводу. Так как есть опять же созвучие слова и взора, вот. И также в тексте, особенно внизу, говорится об обряде пирования, либо пирован. Опять же, нужно в тексте искать какой-то один вид слова. Тогда я могу точно сказать пирован или пирование. Но я близок к слову пирован, потому что на одной из страниц есть как раз такие рисунки с женщинами, которые в таких ступах купаются. Вот. И там написано пирован. Вот. Так, перевод со второй страницы. Первый рисунок с листиками. Первый абзац. Порода сговоров охватила стародавних праотцов яростно вести кровопролитную войну по повиновению наипростого закона, стоять стеной тайной радости Бога. Здесь идет вопрос по поводу перевода, так как стеной и тайной они переводятся одинаково. Следовательно, нужно переводить текст дальше, чтобы определить, какое именно слово действительно находится в данном контексте. Второй абзац. Порой довод равенства сил, прямо противоположно став несовершенством сговора, породивший сияние недопроявленного благородства предков, попросту стал постом. Неистово стаи бандитов протестовали нападкам бесов престарелого праотца, посоветовавшего равенство. Третий лист. Поводом богов ваш образ богат всегда в восходном знании над пороком парадоксов от святотатства. Поведение ваше словно в просторах сковано. Стоит вам нечаянно оправдать ваших врагов, опоясать бесов в ад постов, да бандитствовать. Далее идет разъяснение, что значит бандитствовать. Тот же лист. Поровну стала радость, повадки, охватившие богов повседневного похода на вампиров, обоснованы сговорами праотцов банд, шаек держать власть веков, сопровождая дозор просторов поровну. Стаи банд старословаков подряд радостно стояли стеной, тайно. Опять же, здесь говорится о стене и о тайне. Нужно дальше искать, собственно, какое это будет слово, стена или тайна. Третий цветок. По одному, устав оправданно сторожить нечисть, настоя на вечерних нападках банд, просто став вече сговора славянских банд, по простору слов сковано. Следующий абзац. Поверженные страдания достойных борцов-старцев в
всесторонне перерастало в настоящий подвиг старославянских страстей, старожилов коридоров выхода. На этом часть перевода как раз таки закончена. Но еще хотелось бы показать схемку по алхимии и показать вам кое-какие элементы. На крайней справа женщине написано оксид аммония или аммона. Пятая женщина от нее водород. Четвертая справа соляная сода. Далее угар серы. Вторая справа. Возможно, что угар какого-то другого вещества, но в данном случае перевод говорит о сере. Рисунок женщины, держащейся за живот. Внизу кастрюля и 2 картошки. Над ней надпись. Нарисовано «Бон аппетит» или нарисовано «Под аппендицит». Мне больше верится в первую расшифровку, чем про аппендицит. Хотелось бы сказать, что манускрипт Войнича – это такая книга-протагонист, который содержит в себе обряды для очистки разума, мозга от морока. Следовательно, вероятно, существует и книга, которая этот морок, так сказать, в наши умы и заложила. Вчерашний день и мечта.